Ты знаешь, мне это на самом деле вот не так сильно волнует приземление, как ни странно бы это звучало, как все-таки отделение. Прям про отделение я волнуюсь, потому что у меня просто не было опыта вот такого, чтобы там со скалы сигануть. Там сейчас наверх заберемся, будет видно. Heavy. Pesa. These guys are crazy guys. That's crazy. Don't close the door, please. Can I? Ага. Я иногда с тебя в ахуе просто. Да, это снова выпуск про бейс. Только немного необычный, немного с другой стороны. Да и не совсем про бейс. Рассказываю. При съемках выпуска мы записываем очень много материала. Правда много. Около 30 часов за выпуск. И уже потом из всего этого обилия футажей и наших неуклюжих ржак мы стряпаем выпуск. Зачастую мы вырезаем просто кучу, казалось бы, классных, но в то же время таких противоречивых моментов. Снимая Венесуэлу, у нас накопилось критическое количество этого самого классного, но вырезанного материала, который, как я думаю, может показаться вам интересным. И я принял решение провести эксперимент. В общем, мы для вас запилили целый закулисный выпуск из неизданного, который обзовем «Как мы снимали». Сразу оговорюсь, его желательно, а может быть даже необходимо посмотреть уже после того, как вы увидели предыдущие два выпуска. Вот эти, Каракас и Прыжок с царь водопада. Обязательно посмотрите их для полноты картины. Ну а чтобы вы их не искали, я оставил ссылочки прямо вот под этим видео. Ладно, теперь про видос. Обычно мы стараемся монтировать так, чтобы вы смогли насладиться очередным выпуском, как говорится, на одном дыхании. Это, разумеется, накладывает определенные требования к сценарию, темпу и затраченному на выпуск времени. А конкретно этот выпуск будет техническим, без красивых футажей под музон и каких-то складных монтажных склеек. Короче, сейчас вы увидите, как именно мы снимали этот выпуск, с чем нам пришлось столкнуться, о чем общались не на камеру, да и вообще я вам покажу классные локальные гэги, которые не вошли в выпуск. Ну и учитывая всю боль от просмотра предыдущего видоса, я вам полностью покажу исходник с моим эпичным факап-прыгом с водопада. Поэтому, друзья, поделитесь с нами своей реакцией в комментариях, и уже по ним мы поймем, делать ли из этого целую рубрику на постоянную основу. В общем, усаживайтесь поудобнее, закулисье, Венесуэла, и мы начинаем. Посмотри на это, бро, посмотри наверх, откуда ты хукнул. География съемок стартовала из Москвы в Каракас, потом мы переместились в Канайму, и уже потом на вертушке отправились на водопад Анхель. Собственно, по этому пути и будет мой закулисный рассказ. Вот товарищ потащил меня. Короче, Я потащил, не, ты меня потащил. Поехали на этот водопад, я уже пытался слиться, вот Диман, видишь, повезло ему, он знал, что его потащат на этот водопад. Ну, на самом деле не слился, а просто тупанул. В общем, сейчас покажу, как было. Дорогие друзья, всем привет! Я нахожусь в прекрасном международном аэропорту Внуково. В общем, дело в чем? Отсюда я вылетаю в Стамбул. В Стамбуле я пересекаюсь с Андреем Вячеславовичем, и туда же подтянется Серега, и оттуда мы все вместе двинем в Венесуэлу. И все бы хорошо, посадка у меня начнется через час, но есть маленький нюанс. Я по своей невнимательности, какими-то неведомыми силами, почему-то как-то случайно проглядел сроки окончания моего паспорта. Паспорт у меня заканчивается через 2 месяца. Заметил я это слишком поздно. Для въезда в Венесуэлу срок действия паспорта должен составлять не менее 6 месяцев. То есть получается, что я не попаду, походу, туда. В любом случае, я не имею права не попробовать. Билеты у меня на руках, также у меня есть обратные билеты. Сейчас я начну регистрироваться на рейсе, пытаться вылететь. В общем, что будет, я не знаю. В любом случае, не попробовать я не могу. Короче, Венесуэла. Погнали. Дорогие друзья, дорогие наши добрые подписчики, чудо, к сожалению, не произошло. Меня забанила авиакомпания прямо сразу на регистрации. Ну что ж, такова судьба. Я приношу извинения перед вами, я приношу извинения перед всей нашей командой, ребят, за свою невнимательность. Ну, так вышло. Прошу простить меня. Сегодня я остаюсь здесь, но, как я и сказал, дорогие подписчики, для вас это ничего не меняет, выпуску быть, и поэтому
Венесуэла. Ну, как говорится, бывает. Еще из неприятного, после перелета, который тебя полностью выматывает, приходится сразу же говорить на камеру. А потише можно? Я себя чувствую как iPhone мой старый, разряженный. Какой троподанка, здесь стекло Не, еще не разряженный. Вот. Друзья, 13-й iPhone. Видите, до сих пор хожу с ним. А все потому, что рекламу у нас никто не заказывает. Еще могу вам рассказать, как мы готовимся. И уже прямо в машине, на ходу, мы обсуждаем детали нашего будущего прыжка. В общем, смотрите как. Ну, ты как бы будешь лидирующий лидер, да? На животе? На животе, да. То есть нужны будут такие красивые, ровные, вытянутые позы. Вначале я поведу, да, мы разгонимся, выберем курс, а потом ты как бы остаешься в нейтрале, а я перейду наверх, чтобы тебя сверху целиком вот поснимать на фоне океана. А вот с Плавутским почему так не договариваете? География наших выпусков, как правило, распространяется на субъективно не самые безопасные локации. Но из страны в страну мы убеждаемся, что в целом криминал не является глобальной угрозой для туриста, а скорее для местных жителей из опасных районов. Че, как здесь с краймом вообще, на твой взгляд? По-моему, все спокойно. Я не встречал ни разу. Это слухи, да? Будто бы ночью страшнее. Ну, пока все Спокойно, даже дорожных транспортных происшествий практически нет. Из-за того, что ты все время едешь в гору или с горы, все время это происходит все медленно. Никаких там гангста щит, каких на мотиках там отжимающие машины и все нет. Друзья, я не помню, говорил ли вам я, но у нас есть дрон, и нас запалили на таможне с ним. К моему удивлению, к нам отнеслись, ну, вот я такого не встречал реально. Я думал, сейчас будут бабки вымораживать. Короче, нам оформили все документы и выдали нам разрешение на целый год не только на владение этим дроном в Венесуэле, а еще и на полеты. Так что в этом выпуске картинка у нас будет шикарная. Вот объективно, то, от чего мы действительно офигели в Каракасе, так это район Питари. Мы уже показывали полеты в предыдущем выпуске, но не особо долго. На деле же только посмотрите, многие и многие гектары заселены жителями этих построек. По информации из Википедии, в этом районе находится около полумиллиона жителей. Народ небогатый, и при такой плотности застройки неудивительны случаи как бытовых кошмаров, так и криминальных. Но по словам местных, жить стало намного и намного спокойнее. А это хорошо, так что давайте за них порадуемся. Теперь касаемо подсъемов во время движения. Почему-то мы подумали, что идеальным спотом для съемок будет кузов мишайной тачки, куда незамедлительно отправили нашего оператора Серегу, где он и сидел во время наших движений по Каракасу. Как сообщает Серега, поездка в кузове была прикольной только первые 4 минуты. Далее был мрак. К сожалению, из кузова нормальных футажей извлечь не получилось. Ой, и в очередной раз. Блин, какой серпантин высокий. Прям сильно высокий. Пониже палку, чтобы было видно тебя, да. Не, ну комфортом это, конечно, хер назовешь. Потому что я болтаюсь по кузову, как санный веник. Здорово, мужики. Че хоть снимаю? Еп. Вот так и буду снимать. Блин, это нереально. Ебал я, короче. Подъемы вот будут вот такие. Вон Каракас. Охуеть. Вот это съемка. Ой, неужели приехали, а? Приехали, хорошо. Короче, условия для съемки, мягко говоря. Так как мы нацепили GoPro на Серегину кепку, у нас есть уникальная возможность показать съемочный процесс изнутри. Мы сильно душнить не будем, но по верхам пройдемся. Тебе слово. Так, ну что, погнали. Давайте зайдем на ДЗ. Значит, атмосферная погода. Атмосферное давление ниже нормы. Ниже нуля. Скажи, насколько красиво вы прыгнули по шкале от 1 до 10 сейчас? Мне кажется, на 11. Ну вот давай не будем вот это Давай вот. посмотрим. Давай. Я тебе сейчас другую дам. Хорошо, 11 стоим. Потому что здесь это совсем не серьезно.
Я думаю, кадры там будут, ну, то, что надо. Мишань, еще я тебя попрошу начинать не с самолета, а пораньше. Как вы заходите, хихикаете друг с другом, хорошо? Окей. Так. Так. Ну, это... Ну, ладно. Допустим. Смотри, я тебе дам 11-ю, там сильно шире угол будет. Не, я поставил чуть поуже. Угу. А Потому что у зачем? меня шлем виден, когда широкий Пускай, угол. нормально, я все сам поставлю потом. Не переживай. Да? Да ладно. А? Да быть того не может. А? Ну, Мишаня. Могем? Могете. Как? Ёптыдей. Ты смотри. Когда следующий ждет вас? Следующий. Вот это да, вот это дроп-зона. Вот я на приземлении, смотри, что тоже заснял такой, чувак, Да, ты ему увидь подкаст меня, сделал. увидь меня, увидь меня, Смотри. увидь меня. Да. Так, что, меняем баточки, как обычно, ничего нового. Они так быстро высаживаются, мне прям это удручает очень сильно. Так, 92% здесь батарейки. Поставил 11-ю GoPro-шку тебе. Окей. Вот, вроде бы настроил уголок так, чтобы шлем чуть-чуть прям задевал. Ага, на какой угол? Посмотри, тебе виднее, потому что ты как бы шаришь вот в этой истории. Слушай, расскажи мне про этот знак, что это такое вообще? Это знак этого ранца. Ранцы Вектор. Микрон, но... Да, это их логотип. А, вон в чем прикол. Я думал, это какой-то комьюнити. Нам надо вот маскот разработать свой какой-то. Не знаю, какой пока. Не привык я к камере, которая у меня на кепке, которая записывает всю мою движуху. А я как бы договорился с вами, что записываю. When you call me, I gonna go out, okay? Just say it me. It's not a problem. Так, приятного аппетита. Круто. Очень удобно. Это лучше, чем Яндекс.Доставку, похоже. Ну, не лучше. Огонь. Не, мне нравится. То есть ты с человеком живым общаешься, понимаешь? То есть не просто с приложением. Он тебе рассказывает, что лучше, что вкуснее. Офигенно. А что, а вилки отсюда клянчить? А, супер. Блин, вкусно. Мне вкусно. Вот с этой штукой будет полный эффект присутствия. У нас сейчас заключительные словечки. Мы уже на низком старте. На ребятах в петличке. Кстати, пользуемся DJI. У нас и первые, и вторые, но на второй версии мы ее на пилотную историю оставили, на авиацию. Сейчас бегаем с первой версии тоже. Хорошая. Все, короче, классно. Так, а ты снимал? Все снял, вообще все. Пойдем наверх. О, давайте покажу вам, как мы пишем подводки. Конкретно сейчас финал выпуска. О, и флаги есть, отлично. На фоне самолета флагов охуенно. Вот примерно. Ну, что могу сказать? Еще раз. Ну, что могу сказать? С Реально. перехода. Ну что, друзья, дропка зачетная. Мне очень нравится. Слышали? Ничего не понятно. Такая же херня. Короче, дропка реально зачетная. Мне очень все здесь понравилось. Посадка, смотрите, посадка. Посадка травы офигенная. Зона выгрузки Площадка- парашютистов, да? Площадка приземления, да, тоже зачетная. Слушай, ну все здорово. Видос классный. Я имею в виду с неба. С неба прям такой океанчик, здорово все. Все на чили, вот нету вот этого там построений, да, нету какого-то... Ну, как за 5 минут домашняя оформились. ДЗ, да. Реально, приехали. Я если вообще человек первый раз приехал, за 5 минут мне дали бумажку, сказали, вот здесь, проставь отпечаток пальца обязательно. Важная вещь здесь. Чтобы могли распознать, да? Да, и все. Ну, смотри, вот как бы у нас сегодня была задача не залететь за эту морковку. Вот, поэтому задачей мы справились. Пива сегодня не будет, да, по этому У них, поводу. у нас будет. Что еще сказать? Занимайтесь спортом. Я думал, ты еще что-нибудь вступишь. Я тоже думал, вступишь в такой, разговор. бля, я не смогу. Это как я с этим. Жду, второй заново, блядь. Давайте на этом закончим с Каракасом и переместимся во вторую локацию наших съемок. Здесь я также покажу вам съемочные моменты со стороны нашего оператора. Грась. Хола. Bienvenidos. Ничего не понятно. Это мы батим. Muchas gracias. Водопады.
Ты куда нас привез-то? Я сам лайкер. Блин, вообще, как здесь круто, а. Скажи, пожалуйста, сейчас мы вот сейчас прям поднимаем дрон и показываем вам водопад. Только посмотреть, вот так скажи. Короче, так, сейчас мы поднимаем дрон и смотрим на это все с высоты. Ой, короче, капец. Как это все очень круто. Идем в номер, посмотрим. Сегодня мы ночуем с моим оператором. На разных кроватях. Ну, разумеется. От грабителя. И вот с таким видом. У тебя там пересвечено, наверное. Я такого не ожидал, конечно. О, да, вид сверху. Мне нужно полчаса, ребят, чтобы я заснял отель. Хорошо? Не знаю, сколько это стоит, правда. А ты вот помнишь вообще? Я никто ничего не говорил, сказали, мы вас поселим. Вообще не сыти. Кто? Ну, пилоты сказали, мы вас все забронируем, потому что мы не могли забронировать никак. Ага. Я пытался через букинг не выдает этот отель вообще. Вот, через островок, на островке тоже этого отеля нету. Мы когда сюда позвонили, они говорят, оплатите сначала. А как мы оплатим? Ну, наличка как? Вот, и пилоты сказали, говорят, ладно, не ссыте, мы все для вас забронируем. Короче, сколько это стоит, я пока не знаю. А каким сюрпризом это все может оказаться? Ну, посмотрим. Ладно, ну, не доедим. Не доедим. Вот эти чебуречки называются Эль Панадос. Шикарная вещь. Я пробовал с, Мясо? наверное, я не знаю, мясо это было не мясо, мне показалось рыба. Вот, или что-то там, я не знаю, крабы какие-то. Вот. И еще они делают с сыром. Это с сыром, а может с картофаном. Ну, короче, вкусно. Похоже на чебуреки, вот как у нас продают на этом, на Киевском вокзале. Вот. Только мука кукурузная. А, мука, да, кукурузная. Ништяк, да, штучки? Ай, блин, горячий. Да, пойдем, скорее, к воде. Давай, бегом, оп. А, сейчас. Просто нереальная какая-то картинка. Неестественная, да, такая? Вот, как будто сидишь в таком огромном кинотеатре. Да. Знаешь, вот эти вот сейчас очки пошли такие, как они, Pro Vision или какая-то вот Vision такая. Pro, да. Ты такой хоп, одеваешь, такой, охренеть. Рабочий стол, да, точно. Охренеть вообще. Мишань, нам туда. Очень интересная идея по горячим камням. Ой, как горячо. Смотрите, можно купить iPhone SE, пожалуйста. Samsung S20 Ultra, нихера себе. Вот местный магазин. Так что Даже талончики можно, понял? JBL-очку можно купить, флип. Дорого, правда. Это что, это если доллары, то это вообще... $1, да. Не, она стоит 6 тысяч рублей, а здесь 16. Ну а как ты вот Ну да. в джунглях? И она уже очень старая, как я покупал ее в 2017. Овощи, колбасы, пожалуйста. А вы говорите, колбас тут нет, вот? Или это что Это такое? хамон. Хамон не знаю, не так колбаса. 7 баксов стоит Хлеб? банка хлеба, 700 рублей. $7, да. Ну да, мы все будем умножать на 100. Точно вот эти РФ, это ну не доллары. Вот смотри. Видишь, 5 баксов мешок этих булочек. 500 рублей. Экзотики, блядь, захотелось, да? Босиком, понимаешь? Вот теперь как коты уличные. Не, я здесь женюсь. И вот все, сюда. Свадьбу. Свадьбу организую на двоих. Всех гостей тоже пригласишь? Не-не-не. Возьмешь чартер. Ага. Надо. Человек. Ребят, подписывайтесь, нам надо срочно 20 миллионов подписчиков, чтобы Сереж взял чартер себе. Ну и наконец подошла самая интересная часть этого видоса — водопад Анхель. Ну, давайте посмотрим, как мы это все отсняли. Так, ну что, мы на низком старте. Сейчас будет супер прыг. Летим не туда. Вот здесь как бы бейс-система, еще одна бейс-система, парашют, шлем. Вот еще второй ранец. Это уже парашют для скайдайва, не для бейсджампа. Это уже Мишанина вся история. Андрюхина вот здесь. Моя история такой, знаете, прям супер облегченный походный набор. Это без компа, без ничего, просто. Сейчас быстренько открою. Здесь как бы объектосик, гупрошки, все крепежки, пушка на всякий случай. Здесь петли. Что еще? По-моему, все. Для того, чтобы звук записать
я вот такую вот историю юзаю. Ну, типа просто петля, которую, ну, проводная, которую я засовываю в петлю DJI-евскую. Потом засовываешь вот эту штуковину в наушник, и все пишется на камеру очень хорошо, очень хорошо. И одну батку я кинул сюда, одну, для того, чтобы быстро перезарядиться, чтобы не искать все батки здесь, потому что все батарейки, они вот отдыхают, ждут. По сути, мы готовы ко всему. И вот у меня еще дрон, я его как-нибудь прицепую сейчас, наверное, сюда. И камера. Все, петля есть, здесь под наушники гнездо есть. Батарейки у меня здесь 100%. И на час 16 минут у меня запись. Этого достаточно. Сейчас экшен начнется, продолжим. Сразу запись. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Сергей. Так, вы готовы к съемкам? Абсолютно нет. Дай-ка. Опачки. Так, сейчас надеваю наушники и снимаю хрен знает когда их. Чилили, а потом бац, бегом, все, давай. Да, началось и такой сразу такой мандраж такой. Че, все что ли? Вот прямо сейчас? Жарко. А сколько, кстати, градусов сейчас? Офигеть. 36 и такая влажность стоит. А это, мандраж пошел у тебя, нет? Блин, ну нет. Но я боюсь, реально. Я что-то такое продумываю в голове, такой думаю, так, где может быть факапы, как вообще вот это все. Ну, первое, конечно, это вот меня волнует отделение само, вот, чтобы не завалиться, то есть, вот, чтобы шагнуть и вниз башкой не улететь. Вот, нужно как-то вот выйти так, чтобы в горизонт. Это первое. Вот. Потом вроде как все понятно, там будет поток, будет тречка. Я просмотрел несколько раз видос, я посмотрел там с Мишиной камеры, как он летел. То есть, когда пролетаешь 2 скалы, и после этих 2 скал открываться. Также я посчитал примерно сколько по времени тречка будет. У меня получилось 15 секунд. То есть 15 секунд свободного падения и потом открытие. Ну и также он мне показал, как там заходить на посадку, где там пятачок. Ну и там реально миллиметрический пятачок. Ну да, да, пятачок маленький. Let me tell them one time, I've been on the grind, this my prime. Ha. Let me tell them one time, I've been on the grind, and this my prime. Смотри, даже в сзади есть. Где? Смотри. Там с 2 выш стоят. Очень круто. Это сразу закрывамба. Достаю звук, ее потом в петличку, и всем будет счастье. Итак, батарейки у меня внутри, съемки у меня на 90%, это где-то 1,5 часа. И час по флешкам. Хотел сторисы снимать. Так, подводочку давайте бахнем перед вертиком. Так, смотрю, пересвечено, не пересвечено. Чей крепеж? Мое все. Заебал. Так, ну что, вечеринка начинается. Снаряга на нас, мы взлетаем. Немножко волнительно, я бы сказал так. Да не то, что волнительно, это ужас какой-то. Я не знаю, как он терпит это вообще. Ну так, чтобы себя не пугать. Да. Все, ребят, давайте загружаемся. Очень крутая подводка. Ну а что еще скажешь-то? Где сижу? Здесь. А вот можешь ты сюда сесть, чтобы вас двоих снимала GoPro-шка, а я сюда сяду? Отлично. Все, я включаю все камеры. Давай, пристегивайся сразу. Ага. Очень хорошо. Так, серый. Петлю, давай. Все включил камеры? Вот да, все. Ладно, давайте сейчас снимаем все, что у нас есть. Я сейчас уберу тоже туда телефон. Can you put it into the inside? Yeah. Here, like that. You will hurt everything. That can work. Нажал запись, да? Just for recording, you know, like that. Да, она записывает, она все в себя пишет. I said go and line up. Whoever got next is fine with us. Line up. I
said whoever got next is fine with us. I ain't gonna let that slide. Think you fly, huh? Me and stay wheels up, it's a ride off. Ain't no shortcut, heading to the top floors. Me, I'm too smart to drop costs, and I got two fists, I'm a problem. Nuisance, who's with anybody not me? They losing, I'm proof that. Even when you down, keep it moving. The movement is never gonna stop, man. I do this. Go and line them up. Two, that's fine with us. Three, come and line them up. Four, five, fine with us. Go and line them up. Two, yeah, that's fine with us. Three, go and line them up. Four, five, that's fine with us. Пацаны, это страшно. Я отвечаю. Это вообще стрёмно, а? Я все надеюсь, что он откажется. Так, но на горе вы видели все в прошлом выпуске. Все, кроме самого интересного. В предыдущем выпуске я отправил вас досматривать мой прыжок в телегу, чем прям возмутил некоторых подписчиков. Вообще это был, конечно, эксперимент и, замечу, весьма успешный. Ну да ладно, сейчас я вам покажу все до самого приземления, ну и по ходу прокомментирую, как я зафакапил свой первый прыжок со скалы. Смотрим. Давай, бро. Сейчас. Фу, давай. Увидимся. Ёпки-воробушки, 3, 2, 1, пью! В общем, пока я буду лететь до площадки приземления, расскажу вам свои впечатления, ну и что вообще произошло для тех, кто не в теме. Клеванты, клеванты, клеванты. Вытаскиваю. Во-первых, если вы заметили, я сразу после открытия начал тянуть на себя передние свободники, потому что водопад начал засасывать мой купол. Это назад тянет. Миша меня про это предупреждал, и я, можно сказать, был к этому готов, но все равно было стрёмно. Я на месте стою прям. Открытие было очень жестким, потому что я нормально не оттормозился и бросился прямо из стречки. Ну и самое главное, это мое отделение. Чего я опасался, то и произошло. Я его завалил, но, слава богу, все обошлось. Ну что, пока есть время, я постараюсь объяснить, что, на мой взгляд, случилось и почему так произошло. Еще до прыжка я прям сильно гнал за эксит и понимал, что когда я оттолкнусь от скалы, дальше потока не будет, а значит, я полечу по инерции. Я перестарался во время прыжка, и, как уже мне написали знающие люди в комментах, я прыгнул через уровень, ну и, разумеется, отсутствие опыта. В общем, меня начало заваливать вниз, ну вы все видели. На помощь мне подоспел поток, который образовался через несколько секунд моего свободного падения. Я на него лег, перевернулся и начал оттречивать от стены. Ну, кто знает насчет болтанки, блядь, так хорошо болтает. А вот насчет пятачка у меня, кстати, вообще не было сомнений, что я туда приземлюсь. Где Андрей? Андон Амиго? Окей? Поворачивай, 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 давай, 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 сюда, 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 еще, 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 еще. Ай, красавчик! Я думал, у меня позвоночник в трусы вывалится. Да, я видел это. Бро, ты выжил, чувак! А ты какой молодец! Короче, я эксит завалил. Эксит завалил такой, на спине лечу. Перевести на, думаю. Разворот срочный. Слушай, ну открытие жесткое было. Прям как меня дернуло. Да, я видел. Так же не должно быть. Ну ты потому что со всей дури как Я обосрался просто, в говна такого дал. Смотрю, все, пролетаю. Ворота пролетел, можно кидаться, кидаюсь. Бам! Я думал, меня пополам просто. Посмотри на это, бро, посмотри наверх, откуда ты тянул. Посмотри, что произошло с тобой, бро. Давай твою капризу. Вот ты молодец, горжусь. Я бы не стал бы на его месте. Пацаны, идем нормальным скайдайвингом заниматься.